Что может произойти, если обидеть добрый дух? Как некоторые призраки прощаются перед уходом? Возможны ли путешествия во времени? Ответы на эти и многие другие вопросы вы узнаете в этом видео. Сегодня я покажу вам фотографии, на которых изображены пугающие вещи, а истории этих снимков заставят вас задуматься о многом. Эту фотографию сделали в Канаде во время повторного открытия моста Саут-Форкс. И сначала кажется, что на фото нет ничего необычного, просто группа фотографов снимает важное событие. Но присмотритесь повнимательнее. Справа на фото запечатлен мужчина в солнечных очках. Его стиль одежды сильно отличается от всех прочих людей, присутствующих на фото. В руках у мужчины довольно современная камера. А ведь фото сделано в 1941. Как мужчина в подобной одежде мог попасть в кадр в тот период? Никому не известно. Но многие склоняются к тому, что мужчина мог оказаться путешественником во времени, иначе объяснить его присутствие на фото просто нельзя. Перед вами фото счастливой семьи, сделанное в 1930-м. Столько близких людей собрались дома, чтобы запечатлеть этот момент в истории. Но что, если я скажу вам, что на этот снимок попали не только люди? Приглядитесь повнимательнее, по центру заметен полупрозрачный женский силуэт. Печально склонившаяся голова, тонкие руки, изящный стан. Этот призрак неоднократно являлся жильцам дома. Она всегда вела себя мирно, наблюдая за семьей и не вмешиваясь в быт. Ее описывают как даму, одетую в белое платье. На ее поясе красовалась коричневая брошь, а волосы были очень темными. Вероятно, призрачная дама была так привязана к этой семье, что решила тоже поприсутствовать на фото, чтобы и ее лик остался в истории. Это фото сделано с монитора камеры наблюдения в одной из больниц. Медсестра обратила внимание на странные движения в палате пациента и посетителя, которого там быть явно не должно. Фигура, что стоит на кровати больного, была охарактеризована очевидцами как демон. Он прыгал по кровати больного, выполняя странные действия. Когда медсестра пришла в палату, чтобы проверить, что там происходит, пациент был уже один. Женщина проверила каждый уголок в комнате, но там было пусто. Куда исчез загадочный посетитель, никто понять так и не смог. Камеры больше никогда не улавливали подобные фигуры в той больнице. Вскоре после визита незваного гостя тот пациент скончался. Что тогда произошло, до сих пор остается загадкой для всех, кто видел произошедшее. На этой фотографии вы можете видеть странный темный силуэт в больничном коридоре. На самом деле случай произошел в доме престарелых, а фотографию сделал один из жильцов. За пару минут до снимка персонал и жителей дома престарелых привлекли странные звуки, исходившие из комнаты в этом самом коридоре. Сначала послышался звук открытия и закрытия двери, а после несколько раз включалась и выключалась лампа вызова. Затем в коридоре появилось это темное нечто. Очевидцы говорят, за 15 минут до происшествия умер один из пациентов этого учреждения. Мог ли это быть его призрак? На фотографии запечатлена мумифицированная голова монахини Марии Розенталь. Женщина служила в женском монастыре, где была рождена когда-то. Вы спросите, что особенного в этой женщине? Почему католическая церковь разрешила мумифицировать ее останки? Дело не столько в самой монахине, сколько в ее матери, Джозефине. В 1742 женщина, которая всю жизнь служила в монастыре, сообщила, что беременна. Монахини провели осмотр, и оказалось, что женщина была девственна. Ее не изгнали из монастыря и стали разбираться в ситуации, но постепенно пришли к выводу, что произошедшее — это новый случай непорочного зачатия. Джозефина провела всю беременность в монастыре, ее почитали и уважали. Но, к сожалению, женщина умерла в родах. Она родила слабенькую девочку, которую назвали Мария. Младенец чудом выжил благодаря усилиям монахинь и врачей. Всю жизнь Мария провела в монастыре, написала несколько теологических трудов и обзавелась армией поклонниц. Другие монахини верили, что Мария должна была повторить путь Христа. Женщина умерла очень молодой, ей было всего 33. Но даже после смерти церковь не могла позволить ей уйти, не оставив ничего после себя. Священники отдали приказ сохранить голову женщины, баночку с ее кровью, волосы и фрагмент ее духовного трактата. Все это сложили в специальную шкатулку и хранили в ее монастыре. Марию так сильно почитали, что ее останки сохранили даже после того, как монастырь был разрушен. И только спустя многие годы их передали снова в руки церкви. Это фото было сделано в 1936-м фотографом по имени Хьюберт Провидан. На фото отчетливо видно женщину, что медленно идет по ступеням лестницы. Призрак попался на фото случайно, когда фотограф снимал дом для журнала. Предположительно, женщина на лестнице — леди Дороти Таусенд. Она вместе с мужем проживала в Рейхнем-холле в 17 веке. Леди Таусенд погибла от оспы, однако многие придерживаются мнения, что ее запер в комнате ее муж.
Там она и встретила свой конец от голода. Есть множество жутких легенд об этом призраке, которого в Рейхнем-Холле видели неоднократно. Снимок и его история стали очень популярны, а призрак получил имя — Коричневая леди. Фотограф Тони Ахилли сделал фото горящего дома в 1995-м. На фото видно, что из-за двери здания выглядывает девочка, которая объята языками пламени. Однако совершенно очевидно, что ни один живой человек не смог бы так просто стоять в пожаре. Из-за этого Охили сделал вывод, что девочка явно не может быть живой. Он поспрашивал местных и выяснил, что по городу уже многие годы ходит одна легенда. Она гласит, что когда-то давно в городе Шропшир жила девочка по имени Джейн Чурн. Она была вполне милой и доброй, но погибла в пожаре в очень раннем возрасте. Пожар произошел по вине Джейн, а выбраться из горящего здания девочка просто не смогла. С тех пор ее дух часто видят во время пожаров. Она тихо стоит в огне, с тоской глядя на людей. Здание на фото Ахилли в тот день сгорело дотла, как и многие другие, в которых видели этого загадочного призрака. Эта жуткая фотография была сделана преподобным Кеннетом Лордом в 1963-м. Он снимал церковь Утешителя Христа Ньюби. Пока проводилась съемка, мужчина не замечал каких-то странностей, но уже дома, когда он проявил фото, то испугался не на шутку. На фото виден силуэт с жутким лицом, которое он будто пытается опустить, чтобы сохранить от зрителя в секрете. Но это еще не самая пугающая часть. Судя по предметам вокруг, призрак должен быть значительно выше среднестатистического человека. Следует упомянуть, что прежде в этой церкви никогда не замечали каких-либо странностей или призраков, но подлинность фотографии и отсутствие монтажа подтверждают многие эксперты. Это фото было сделано в 1959. Женщина навещала могилу своей матери, а когда вернулась к машине мужа, то решила его сфотографировать. Кажется, мужчина на снимке вполне счастлив, а вот пассажирка на заднем сидении не очень рада, что ее снимают. Она как будто пытается спрятаться, но дело в том, что мужчина был в своем автомобиле один. На заднем сидении в тот момент было пусто. Когда женщина проявила фото, то узнала на нем свою умершую давно мать. Возможно, она проследовала за дочерью, которая навестила ее. Или же она всегда остается с ней рядом, чтобы той не было одиноко, и бережет ее как может. Этот снимок был сделан во время похорон лорда Камбермера в 1891. На фото можно увидеть силуэт, сидящий на огромном стуле. Все, кто видел фото и был лично знаком с лордом, безошибочно узнавали его в этой фигуре. Дело в том, что во время похорон мужчины в его дом был приглашен фотограф, который должен был заснять его библиотеку. Так он и поступил, при этом во время фотосессии мужчина не замечал ничего сверхъестественного. Только после того, как фото были проявлены, мужчина обратился к родственникам покойного с вопросами. Оказалось, что при жизни лорд очень любил сидеть в этом кресле в библиотеке. Вероятно, и после смерти мужчина не смог оставить привычку. Мужчина фотографировал окрестности Хартфордшира перед свадьбой в местном амбаре. После проявления некоторых фото мужчина обратил внимание на мальчика в белом. Он нерешительно выглядывал из-за различных построек, будто стесняясь показаться фотографу. С вопросом об аномальном ребенке мужчина обратился к местным. Те рассказали, что по Хартфордширу уже давно гуляют истории о погибшем ребенке, что бродит вокруг. Он не несет никому вреда, просто наблюдает и иногда показывается людям. Кем был этот ребенок при жизни и что с ним произошло, до сих пор остается загадкой. В 1997 году семейная пара посетила церковь Ворстед. Пока жена молилась, муж решил ее сфотографировать. После проявления фото мужчина решил уточнить у жены, кто сидит на скамье за ней, но женщина утверждала, что там никого не было. Пара вернулась в церковь и обратилась к священнику с вопросом, кто это мог быть. Тогда священнослужитель рассказал им легенду о Белой леди. Этот призрак приходит на помощь больным и исцеляет их. Во время первого посещения церкви женщина как раз была больна. Однако это не первое появление леди. Она обитала в этой церкви сотни лет, появляясь в минуты особой нужды. Часто ее видели на колокольне. Однажды некий мужчина, который не верил в призраков, вошел в церковь и решил посмеяться над Белой леди. Со словами о том, что сейчас он ее поцелует, мужчина побежал на колокольню, но не возвращался оттуда слишком долго. Когда его друзья поднялись за ним, он был в ужасе. Мужчина забился в угол и повторял одну единственную фразу: «Я видел ее». Это фото сделал полицейский во время вызова. Женщина утверждала, что в ее доме кто-то есть. Однако при осмотре полицейский никого не обнаружил. Тогда он сделал несколько фото для отчета, но то, что он на них увидел, поразило мужчину. Все это время вся семья, жившая в этом доме, утверждала, что в нем водятся привидения, но жильцам никто не верил. После этого фото полицейский поверил им раз и навсегда.
Это фото было сделано в Румынии у заброшенного отеля Десибал Хотел. Множество людей рассказывают о том, что видели там призрак высокой женщины, которая бродит по коридорам здания. Согласно легенде, под фундаментом 150-летнего отеля спрятаны огромные сокровища, которые и охраняет этот призрак. До этого снимка доказательств существования дамы не было. Однако девушка, которая делала снимки отеля, случайно поймала в кадр и призрака. По словам девушки, привидение было одето как древняя жрица в белом платье. Однако до сих пор неизвестно, какие именно сокровища охраняет неупокоенный дух. И что будет, когда кто-нибудь попытается их забрать. Этот снимок был сделан преподобным Бланцем. В тот день мужчина выехал в заповедник Карабори и любовался местными красотами. Он делал фото на память и был в тот день совершенно один. Страшная находка была обнаружена после проявления пленки. На снимке появилась женщина в белых одеждах, которая смотрит куда-то вдаль, прижимая руки к лицу. Оказалось, что это довольно известный призрак среди местных. Девушка часто показывалась разным людям, но все ее описания всегда сводятся к одному и тому же. Призрак выглядит как юная девушка в белой одежде. Иногда говорят, что это сорочка, старинное платье или национальный наряд. Многие думают, что она одета как священнослужительница. Но все сходятся в одном мнении: этот призрак охраняет скалу Корабори. Поэтому каждый относится к ней с почтением и уважением. Это фото было сделано юным смельчаком, который решил отправиться на кладбище ночью. В 2021-м Тайлер Коронасиос заснял призрака на кладбище Пайн-Хилл. Наслушавшись местных легенд, парень пришел ночью на место, где привидения видели чаще всего. Там ему в кадр и попала загадочная фигура, зависшая над могилой. На этом кладбище покоится Абель Блад, который в свое время был довольно известен. Мужчина был оккультистом и убийцей, но покоя после смерти не нашел. Легенда гласит, что он бродит по кладбищу в поисках своей жены или дороги домой. Но ни его дома, ни жены уже давно нет. Мужчина был убит еще в 18 веке. По слухам, Абель убил свою жену во время кровавого ритуала, а после погиб сам. С тех пор он навсегда утратил покой и теперь обречен вечно бродить среди могил. Эту фотографию сделал случайный прохожий. Дэвид Ньюхэм осматривал дорожки на территории своего поместья, когда заметил в реке силуэт девушки. Дэвид поспешил на помощь бедняжке, ведь для купания был не сезон. Но чем ближе он подходил к загадочной даме, тем отчетливее понимал, что она явно не человек. Мужчина осторожно сделал снимок и остался, чтобы понаблюдать. Но вскоре призрак исчез, слившись воедино с водой. Согласно местным легендам, это мог быть дух реки Истуит. Этот силуэт нечасто, но все же видят люди, которые проходят у реки. Она не стремится кому-либо навредить, ведет себя тихо и всегда остается у воды. Прекрасная девушка пропадает, как только замечает кого-то поблизости, оставляя после себя множество вопросов. Эта фотография была сделана на железнодорожном переезде к югу от Сан-Антонио. Фото предоставили на общественное обозрение Энди и Дебби Чесни. Их дочь с друзьями решили проверить местную легенду о призраке. Под покровом ночи ребята отправились к переезду и решили сделать несколько фото. На одном из снимков отчетливо виднелась прозрачная фигура, которую много раз видели на этом месте прежде. Согласно местной легенде, на этом переезде погибли несколько детей школьного возраста. Школьный автобус застрял на путях, и в него врезался локомотив. С тех пор там происходят странные вещи. Например, один из свидетелей рассказал, что ночью на машине застрял на переезде. Пока он раздумывал над тем, что ему теперь делать, машина начала катиться вперед. У водителя появилось ощущение, что его машину кто-то толкает. В этом месте в то время не было никого. Как только автомобиль преодолел переезд, он сразу остановился. Мужчина завел мотор и уехал прочь. Многие предполагают, что этим и занимаются призраки погибших детей. Они спасают всех, кто застревает на путях, чтобы никому больше не довелось пережить то, что когда-то пережили они. Этот снимок был сделан в Национальном морском музее в Гринвиче. На фото изысканная спиральная лестница тюльпанов. Преподобный Ральф Харди прибыл в музей, чтобы заснять красоты архитектуры. Но в кадр случайно попал призрак. Для 1966-го неудивительно, что фотограф не мог сразу посмотреть получившееся изображение. Так что священнослужитель продолжал гулять по музею, не подозревая, что ему удалось запечатлеть дух. Как только мужчина прибыл домой, он проявил фото и был в ужасе. Он показал снимок миру, но в нем усомнились. Несколько раз эксперты пытались найти следы подделки, но до сих пор это не удалось никому. А призрак на фото может принадлежать одной служанке. Девушка погибла на этой самой лестнице и теперь бродит там, так и не найдя упокоения.
Этот снимок был сделан одной женщиной после странных событий, которые произошли в ее доме. 11 февраля 1988 в частный дом во Всеволожске кто-то начал агрессивно стучать. В этот момент дома была только женщина и ее маленькая дочь. Сначала жительницы дома решили игнорировать стук, но с каждой минутой он становился все более настойчивым. Тогда женщина не выдержала и вышла из дома, чтобы проверить, кто так настойчиво пытается привлечь ее внимание. На улице никого не оказалось. На всякий случай она решила обойти здание, чтобы убедиться, что это не розыгрыш какого-нибудь ребенка. Но рядом с домом было пусто. Тогда женщина направилась обратно, но тут ее внимание привлек странный звук. У нее на глазах в одном из окон дома образовалась трещина, а после кусок стекла почти идеально круглой формы выпал из рамы. Женщина направилась домой за фотоаппаратом, чтобы зафиксировать ущерб. Она все еще верила, что это чья-то злая шутка, но на снимок попала неожиданная гостья. На фото четко виднеется лицо женщины, которая смотрит прямо в объектив камеры. До сих пор никто не может ответить на вопрос, что произошло тем вечером. И кто же эта жуткая женщина на фото? Сегодня вы рассмотрели удивительные и порой тревожные фотографии, которые заставляют нас задуматься о потустороннем мире. Эти кадры, запечатлевшие нечто необъяснимое, вызывают как страх, так и интерес. Независимо от того, верите вы в призраков или нет, эти изображения напоминают нам о том, что наш мир полон загадок. Лучше оставаться открытыми к необычному и загадочному, ведь кто знает, какие тайны еще ждут своего раскрытия. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые захватывающие истории.